Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. Скоро лето. Проверяем свои летние наряды, чистим перышки. В отдельную кучку собираем вещи из тонкого трикотажа, которые носить уже не будем. К сожалению, сейчас выпускают футболки, которые уже после пары стирок теряют форму, становятся линялыми тряпками. Но мы ведь за разумное потребление. Из этих изношенных вещей придумаем что-нибудь нужное и красивое. Дадим им вторую жизнь. Пусть еще послужат, чем будут просто засорять природу и гнить на мусорках. Все вещи режем по спирали, чтобы получить длинную трикотажную пряжу. Легче всего работать с футболками. Достаточно их уложить на ровную поверхность, хорошо расправить и нарезать поперек полосками шириной 3 см. Я планирую делать коврик, поэтому и пряжу делаю толстенькой. Обратите внимание, эти полоски на 3-4 см не дорезаем до края. Потом разворачиваем этот недорезанный край и делаем срезы наискосок, чтобы потом получилась длинная непрерывная нить. В работу берем только хорошие крепкие места. Все истертое и изношенное отрезаем. Но даже эти обрезки можно использовать для набивки лежанок для домашних животных. Если у вас есть куски большой формы, то их можно нарезать по спирали. Начинаем с краев и движемся к центру. Готовую пряжу сматываем в клубки. Их можно хранить, пока не наберется нужное количество. Когда клубочков много, оцениваем объем работы. В середине будет самый красивый, яркий и насыщенный цвет. Если какого-то цвета очень мало, то работу можно начать с него. Крючок нужен толстый. На моем крючке стоит цифра 6. Можно и покрупнее, но я уже научилась работать с таким. Не пугайтесь, что он такой страшный. Крючок был короткий, и кончик постоянно впивался мне в ладонь, поэтому надела на него кусок пластиковой трубки. В моих запасах нашлись нитки и рис, еще советского производства. Они старше меня. Нитки крепкие, используем их. Наконец-то настал их звездный час. Добавление дополнительной нитки сделает коврик более крепким и долговечным. Работу начинаем с цепочки воздушных петель. 6 петель замыкаем в кольцо. Дальше в каждое звено этой цепочки провязываем по 2 столбика без накида. Второй ряд получается 12 столбиков. Сколько столбиков будет в следующих рядах, можно посмотреть по этой шпаргалке. 6, 12, 18, 24, 30 и так далее. Для того, чтобы коврик лежал ровно, не шел волной и не уходил в конус, в каждом ряду надо равномерно прибавлять по 6 столбиков. Третий ряд вяжем таким способом. 2 столбика без накида в одну петлю, 1 столбик без накида в следующую петлю, потом опять 2. Можно считать, можно отмечать начало каждого ряда. Но я делаю проще. Когда я вижу 2 столбика, то прибавку делаю именно над ними. И получается коврик шестиугольной формы.
Когда заканчивается одна нить, то пришиваем к ней следующую. Последовательность расположения полосок делайте на свой вкус. Но учтите, что на последующие ряды понадобится больше пряжи. Поэтому сначала лучше использовать самые маленькие клубочки. Знаете, девочки, когда работаешь руками, начинаешь много размышлять. Помните сказку Александра Пушкина «Сказка о царе Салтане»? Вот с чего там начинается? 3 девицы под окном пряли поздно вечерком. И всегда чувствовалась какая-то недосказанность. Что за девицы такие, к которым сам царь приходил, а потом с радостью к себе во дворец забрал, и на одной даже женился? А если вспомнить греческую мифологию, там были такие богини судьбы Мойры. Они пряли пряжу, но не простую, а пряжу судьбы каждого человека, и впредали в нее все события, и продолжительность жизни определяли. Вот и думается мне, что царь в рождественскую ночь приходил под окна к этим богиням, чтоб послушать их разговоры и судьбу узнать, и очень обрадовался их расположению. Ведь с такими покровительницами все были бы в его царстве сыты, накормлены и одеты, и он сам мог стать отцом божественного ребенка. Ну а то, как дальше события повернулись, ну что с них взять? Бабы и есть бабы, хоть и богини. Ну что, пока мы тут думали и рассуждали, у нас связался хорошенький коврик. Диаметр получился не очень большой, 60 сантиметров. Изрезала 9 ненужных вещей. Мне нужен плотный коврик на балкон постелить. В принципе, и такого размера достаточно, но при желании его легко увеличить. Вот чем мне нравятся такие коврики? Это отличные пылесборники. Грязь и песок не задерживаются на поверхности и оказываются на полу. А во время уборки его легко прохлопать на улице, песок и грязь замести веником и вымыть полы. Коврик небольшого размера, его легко постирать в стиральной машинке. Девочки, вы меня извините, что объясняю эти элементарные вещи. Просто каждый раз в комментариях задают именно эти вопросы. Знаете, вот вроде бы самый простой коврик. Технология уже давно опробована и разработана. Наши мамы и бабушки такое всегда вязали. Но мы немного изменили форму, сделали шестиугольным, и уже все смотрится интересно и необычно. Освободили полки в шкафу для новых нарядов, очистили планету от мусора. Девочки, дорогие мои, вы же понимаете, что я дала вам идею. Шейте, творите, вытворяйте. Не ждите чудес, чудите сами. Думаю, что у вас все получится гораздо лучше, красивее и интереснее, чем у меня. Ставьте классы, пишите комментарии. Жду вас всех в своих группах ВКонтакте, Одноклассниках и на Рутубе. Огромное спасибо всем, кто поддерживает меня на Бусти. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!